Когда немец подошел, вот так я его взял, как петуха, вниз головкой, а за ножки держит. Он плакал сильно, а принесли румына к нам в дом, прямо раненый. И он говорит, уберите ребенка. Если нет, вот так, говорит, один раз дам, говорит, и все, капут. Лидия Тимофеевна Свиденко родилась 27 марта в 1930 году в Ростовской области в многодетной семье. После окончания 4 класса Лидия устроилась на работу в колхозе. В свои 10 лет Лидия даже не могла представить, что ей придется пережить. Началась Великая Отечественная война. Тяжелые испытания выпали на долю маленькой девочки. Голод, холод, страх и потеря близких. Дорогие друзья, я очень рад сегодня познакомить вас с удивительным человеком Лидия Тимофеевна Свиденко. Человек, который прожил долгую, успешную жизнь. И сегодня Лидия поделится вместе с нами историей своей жизни. Позвольте спросить, в каком году и в какой местности вы родились? 1930 года, 27 марта, родилась я, Ростовская область, Московский район, хутор Гусынка. В деревне жили, район был 45 километров от нас. Вот мы там жили, своим земледелием начинали, огороды сажали, только базара не было у нас в деревне. Все свое выращивали. Папа был простой, рабочий, мама тоже. Учились 4 класса у нас в деревне, так что по 4 класса кончали и шли в колхоз работать. Эта жизнь была наша очень тяжелая. Скот пасли, пока до войны скот, все время мы нанимались всю деревню. Было и 300 голов, было и 500 голов, и 400, потому что деревня большая была, очень большая, не то что маленькая деревушка, очень большая, хутор Гусынка это была. А когда подросли, пошли в колхоз сразу. Брат мой работал на 3 года от меня старше, работал на тракторе, выучился. Он на 3 года. Юля была у меня сестра на 2 года от меня старше. Я была 3-я. После меня еще 4 было. Я помогала маме нянчить всех. Бывало, возьму одного на руки, другого на руки, а тот держится, а говорили, смеялись все. Еще бы и зубы взяла, да больше, наверное, нету. Скажите, Лидия Тимофеевна, это время, в которое вы, ваше детство, это, наверное, скорее всего, время войны было, не так ли? Начиналась война в 41 году. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня, ровно в 4 часа, говорят, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. У нас радио не было, часов не было. Ходили мы всегда, мерили, станешь и смеришь, заметишь, где голова. Мерили шагами и знали, сколько времени. Да вы что? Да. То есть определяли время по солнцу, по 12, тени, да? Значит, мы знали 3 шага. Ногами смеришь, 3 шага, значит, 12 часов. Вот так жили. И когда объявили, что началась война, что происходило в то время в вашем Я была местности? Коров пасли мы. Мне когда сказали, иди домой быстрее, отца забирают. Я в сандалиях была, сняла сандали босиком.
А мы как раз пригнали поить в пруд коров. И я оставила сестру, а сама как припустила домой, бежала, не знаю как. Подбегаю к дому, папа уже сидел на машине. И много мужчин. Кого где взяли там и всех. А забирали на войну? Без никакой правильно? повестки. Не было ни повестки. Где кого? На поле был, с поля. То есть видели, брали и везли? Садись в машину и все. Без никакого. Прям приказным путем. И папа уже сидел. Я подбегаю, папа прыгнул, меня обнял и опять на машину. Вот это вот я ее видела. Машина тронулась, слезы, плач. Все плакали, потому что всех забрали мужчин. Остались, у нас бригадир был без руки. Его каждые 6 месяцев на комиссию. Даже все говорили, что рука выросла, что ли? Да вы 6 что? месяцев на комиссию его бригадир был. Вот так мы жили. Работать заставляли. Зашли, когда немцы, началась война, через 2 недели уже у нас в деревне было полно. И немцы, и румыны, и итальянцы, и альпины, и много было наций. У нас, когда первый раз все забрали, закромов, повыметали крылышки, даже муку и все-все. Мы кушали эти 5 лет, когда с дуба шкурку обдирали, когда жебрей кушали, это который при кольце поля, если кто знает. Верблюды, колючки одни. Мы толкли такой железный, этот толкли и вот от этого и варили суп. Ничего не было. Работаешь 5 дней, дадут 5 стаканов. Или просто не обшалушенное, или ячмень. Ячмень, да. А он же усики стаканом мерили. Сколько туда штук, можно посчитать было, сколько входит туда. Вот это вот 5 дней работаешь, 5 стаканов тебе И вы отмерят. уже работали? Я работала, Это- мой брат на тракторе, сестра моя работала, доила коров на ферме. Я работала тоже на поле. Это, получается, осталась ваша мама и 7 детишек, а отца забрали на А войну. папу забрали. И никакой помощи, никакого милосердия. Братишки было меньше меня. Он всегда пас быков. Быки ушли, заря начинает, еще солнце не всходило. Они встали, они ночевали на колхозном дворе. Бригадир кричит: Андрюшка, быки вышли, бежи. И он идет, их пасет. Вот так мы жили. Все года так трудно было, что это невозможно было. А работать все равно ходили. 12 километров у нас Аляска называлась. Там поля были. Если ближе, бывало 7 километров, бывало 5 И это вы километров. каждый день А шли на 12 работу и назад, километров да? туда И обратно. и обратно, пешком. Никаких, ни машин у нас не было, ни... А в чем ваша работа заключалась? Чистиком пололи. Уже было посеяно, и пшеница, и проса, и ячмень. Все было посеяно. Вот это мы пололи. Такой чистик ручкой, вот каждый корень, чтобы... И мерили, если ты не выполняешь, трудодень никогда не писали. Если план не выполнен, бывает, попадет с травой сильно, или пырей рос, или осот такой колючий. Если не выполнял, мерили, и каждый вечер считали, сколько ты прошел, сколько ты выполнил. Если недостаточно, ты не Недостаточно получаешь. Ничего, ничего. Трудодень 30 дней, 30 дней, чтобы ты выработал. Маму даже хотели судить. Мама тоже ходила, работала, хоть и дети маленькие были. И самому маленькому братишке было 6 месяцев. Он в декабре месяце родился, а в июне уже началась война. То, когда немец подошел, вот так я его взял, как петуха, вниз головкой, а за ножки держит, он плакал сильно, а принесли румына к нам в дом, прямо раненый. И он говорит: уберите ребенка, если нет, вот так, говорит, один раз дам, говорит, и все, капут.
И мама нас забрала ночью и ушли на ночь. А днем-то на работу опять надо. А где Ночь. ночевали вы, куда ушли? В траву, далеко, в поле. В поле просто в поле. спрятались, Ушли да? в траву, чтобы они не слышали. Ну, практически этот же солдат, немец, он мог бы просто убить. Убил бы. Убил бы, да? Очень убил бы. Немцы очень жестокие были. Румыны были, итальянцы были, альпины были. Все у нас молоко мы сдавали с первого дня. Как только они зашли, в школе был штаб, и нас заставляли молоко и яйца сдавать. Куры есть. То есть, когда солдаты придут, вы должны им Нет, отдать? мы Или- утром, каждое утро сдавали. сами относили, Сами сдавали все, да? В школу носили. Потом у нас корова стояла возле порога привязанная, и они пришли, и теленок был, уже месяцев 6 ему большой был теленок, и они его зарезали. Прямо при корове. Корова бедная, вы не можете представить, вы, конечно, не поверите, плакала, слезы у нее лились, и она потом не стала доиться. Била о ведро и не подпускала близко даже. Я пошла, прошу его, коменданта. Говорю, у нас теленка зарезали, нету молока. Ничего не знаю, идите огород копайте у людей. Кто вам пол-литру нальет, кто стакан нальет, собирайте и приносите. Вот так вот. Ходили мы по дворам, копали людям огород ночью. Днем в колхозе не бросали работу. Работали. И вот так, получается, выживали. Да. Вот так мы выживали. Детство все у меня прошло. А ваш отец, какие-то получали вы письма от него или слышали Ничего. что-то Как от только него? увезли, все, больше мы от него ничего не получали. Ни похоронки не было. И до сегодня мы ничего не знаем. Война не пощадила никого. В 1941 году была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин. К этому времени были сняты классовые ограничения, и каждый молодой парень являлся военнообязанным. Тех, кто не шел добровольно, его расстреливали на месте или отправляли в тюрьму и в ссылку. Отца Лидии забрали на фронт, откуда он больше никогда не вернулся. Какова была его судьба, это остается до сих пор загадкой.